Достаточно долго, к 1,5 часам уже подходим. Последний вопрос тогда на сегодня от Константина. Валерий Викторович, прошу принять мой вопрос, измышления не как критику или упрек, а как просьбу о помощи разобраться в упомянутом вопросе. По моему мнению, Первая и Вторая мировые войны, в том числе и многие революции конца 19-го, начала 20 веков, в первую очередь обусловлены не субъективными факторами со стороны ГП, а объективными, такими как закон времени. А роль ГП в указанных войнах придать объективному процессу субъективные черты, как, например, с глобализацией. Как соотнести ранее сказанное вами по вопросам о войнах с наличием объективных обстоятельств им сопутствующим? Я не вижу там никакого противоречия, но поясню еще раз. Одни и те же дела можно делать по-разному. Вот если мы возьмем штурм Алеппо сирийскими войсками при поддержке российских ВКС и сил специального назначения, и штурм Мосула американской коалиции, мы видим две принципиальные разницы. Обстоятельства объективны и там, и там. Надо уничтожить террористов. Но методы решения, они совершенно принципиально разные. То есть мы, учитывая интересы людей, сохраняя инфраструктуру, а там заровняли и все. Какое культурное наследие, какое страдание людей, чего там вообще? Тем более, что еще и своих боевиков-то вывели. А города нет, Ираку. То есть они-то вот таким образом. То есть закон времени, он закон времени. И, естественно, смена соотношения эталонных частот обновления информации на биологическом и на техногенном социальном уровне однозначно должна была произойти. И она определенные проблемы для общества определенно порождает. Метод преодоления этих проблем можно выбрать разный. Либо заранее начать изменять систему образования в обществе и двигать людей к человеческому типу строя психики, к общинности, чтобы, когда затрясло общество, чувствуя плечо своего товарища и из соседнего государства, искать диалоги. Либо же ты заранее планируешь совершение войн, столкнуть, ликвидировать лишнее население. В чем здесь противоречие-то? То, что глобальщики, зная закон времени, объективно подготовили решение проблем именно способом мировых войн, ну так эти войны могли быть по-разному. Вот, например, я же говорил о том, что война, Первая мировая война, да, она и Вторая же мировая война, это единая мировая война, проведенная в два этапа. Она была запланирована в 1812 году после разгрома войск Наполеона. Но при Александре II, когда народовольцы громили все, когда высвободили огромную массу крестьянства, не дав им средств к существованию, можно было совершить революцию в России, снести государственность. И если бы у глобальщиков это получилось, это отменило бы войну против России? Ни на йоту. Она по-другому бы прошла. По-другому. Но и то планировали глобальщики мировую войну, и революцию в России планировали глобальщики. Так что они просто используют объективные законы для достижения своих субъективных целей. В чем здесь противоречие? Никакого противоречия нет. Но это можно опять же понять, если осмысленно осваивать, делать знания своим. Знания об управлении сложными социальными суперсистемами. Такие знания
изложены только в одном источнике, в работах внутреннего предиктора СССР, опубликованных. Принципиально повторяю, это в связи с последними аналитическими записками просто принципиально. Опубликованных до июня 2018 года. Вот эти работы вам дадут знания об управлении сложными социальными суперсистемами, на основе которых вы сможете защитить интересы свои и своей семьи. Вы сможете разобраться во всех хитросплетениях мировой политики. Вы не будете воспринимать мир так, как воспринимает автор вот этого первого вопроса, плоскостно, двухцветно, и только понимая управление программным. Я говорю, если так понимать управление, то вообще отсутствуют напрочь и спортивные игры, и просто игры, и государственное управление. Они просто становятся невозможными. Но знание, достаточно общей теории управления, концепция общественной безопасности дает возможность не только разбираться в хитросплетениях управления, но и своей обыденной жизнью, поддерживая одни процессы управления и не поддерживая другие процессы, создавать массовые статистики и работать тем самым работать на интересы свои и своей семьи, защитить интересы свои и своей семьи, обеспечить мирное небо над головой. Поэтому, еще раз повторяю, читайте работы внутреннего предиктора СССР, осваивайте знания, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.